Всем привет! Это канал Неместные, и с вами Аделида. Константин у нас в Батуми, а я прилетела в свой родной город Казань. Давайте я и вас с ним познакомлю. Сегодня мы с вами пройдемся по историческим улицам города и посмотрим, что же так привлекает туристов в столице Республики Татарстан. Добро пожаловать в Казань! Город с тысячелетней историей и культурным разнообразием. Здесь, на берегах Волги и Казанки, встречаются традиции татар и русских, а православные храмы соседствуют с минаретами мечетей, создавая тем самым уникальный колорит. Столица Татарстана славится своими архитектурными памятниками, современными зданиями и живописными набережными. Каждая улица, каждая площадь здесь дышит историей и гостеприимством. В Казани есть аж две набережные. Одна из них набережная у Кремля, и вторая набережная озера Кабан. И вот эта набережная, она как раз-таки, для меня, по крайней мере, самая красивая, самая уютная и, наверное, одна из самых экологичных. Здесь очень много дерева. Дерево, я имею в виду, используется в покрытии. Также много зелени. И доступ к воде, он никак не ограничен. Да, местами есть ограждения, но в целом на протяжении всей набережной мы можем спуститься к воде, либо понаблюдать за утками. Обстановка вот такая приятная. А сейчас мы с вами переместились на самую оживленную пешеходную улицу Казани. И называется это улица Баумана. Раньше по этой улице ездили машины, ездили автобусы, но уже в современной России эта улица исключительно пешеходная. Здесь большое количество туристических магазинов, кафе, ресторанов. Есть вот такая вот даже часовня, памятник Шаляпину и одноименный отель. Здесь большое количество туристов, здесь всегда очень много людей, периодически приходится даже толкаться. Но, конечно же, это улица, которую рекомендуем обязательно к посещению, если вы приехали в Казань, потому что здесь присутствует тот самый колорит, местный наш татарский, фигуры чпочмаков, татарских котов. Вот такие вот достопримечательности, потому что Казань — это город храмов и мечетей, которые соседствуют друг с другом. Поэтому улица Баумана — это обязательное место к посещению. Улица Баумана — одна из старейших и самых известных улиц города, которая является пешеходной зоной и важным культурным и историческим центром. Она проходит от площади Тукая до Казанского Кремля, охватывая около 2 километров насыщенной жизни и архитектурного разнообразия. Эта улица, ранее известная как Большая Проломная, была переименована в 1930 году в честь революционера Николая Баумана. Сегодня на улице можно увидеть множество сохранившихся зданий XVIII-XIX веков, которые восхищают своей архитектурой и атмосферой старого города. Особое внимание привлекает здание Национального банка и гостиница «Казань», которые являются яркими примерами архитектуры модерна и классицизма. Вдоль улицы можно встретить многочисленные кафе, рестораны и магазины, предлагающие местные деликатесы и сувениры. Улица Баумана также известна своими культурными мероприятиями и фестивалями. В любое время года здесь можно встретить уличных музыкантов, артистов и художников, создающих неповторимую атмосферу праздника и творчества. Вазы в нашем доме, в них редко бывают цветы. В мае снова будут тюльпаны, я помню их, так любишь ты.
Я напишу свою лучшую песню, если будет угодно судьбе, и первый ее сыграю тебе, конечно, тебе. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. А сейчас мы с вами пройдем в самую главную достопримечательность города Казани. Место, которое не проходит мимо ни один турист. И более того, каждый житель Казани посещает это место, приходит сюда погулять на выставке, потому что здесь есть музей и проходит большое количество выставок. И это он, Казанский Кремль. Давайте посмотрим, что же там внутри на территории. Казанский Кремль – это историческая крепость и культурный символ Казани, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный на высоком холме на берегу реки Казанки, Кремль объединяет архитектурные памятники разных эпох и культур. Казанский Кремль был основан в X-XII веках и служил резиденцией казанских ханов, но после завоевания Казани Иваном Грозным в 1552 году крепость была перестроена, и в ее облике появились элементы русской архитектуры. Сегодняшний ансамбль Кремля включает в себя белокаменные стены и башни, среди которых особенно выделяется Спасская. Посещение Казанского Кремля позволяет окунуться в богатую историю и культуру региона, насладиться величественными видами на город и реку, а также прикоснуться к наследию, объединяющему разные народы и религии. В 2005 году в Казани построили и открыли одну из главных красавиц нашего города. Место, которое притягивает к себе не только людей верующих, но также и всех наших гостей города Казань. Это мечеть Кул-Шариф. На территории Казанского Кремля также есть башня. История этой башни известна каждому казанцу. Наверное, не все гости нашего города ее знают, не все, потому что берут гида, когда идут на экскурсию. Кто-то делает это самостоятельно, просто рассматривая архитектуру. Так вот, в нашем Кремле есть башня, называется она башня Сюмбике. Есть несколько легенд относительно этой башни. И связана она, как вы поняли, с Сюмбике. Это царица. Когда Иван Грозный взял Казань, он захотел жениться на Сюмбике, и она попросила его построить башню. Построив эту башню за 7 дней, как гласит легенда, Сюмбике попросила дать ей возможность подняться на самый высокий ярус этой башни. И поднявшись сюда, она сбросилась с нее, так и не став женой Ивана Грозного. Эта башня как символ непокорности татарского народа и, наверное, женщин в частности. Поэтому вот эта вот башня Сюмбике, она такая очень символичная. И всем, конечно же, рекомендую сюда пройти и посмотреть на этот исторический объект. Рядом с башней Сюмбике находится мавзолей казанских ханов. Но здесь мы видим надгробные плиты, которые сейчас больше похожи на руины. Не хватит и 2-3 выпусков, чтобы рассказать вам о самых значимых и интересных местах Казани, о культуре народа и национальной кухне.
Здесь каждый найдет что-то свое, будь то исторические памятники, культурные мероприятия или просто прогулки по живописным улочкам. Казань нужно увидеть своими глазами, чтобы почувствовать ее дух, проникнуться ее ритмом и насладиться ее гостеприимством. Этот город открывает новые грани с каждым посещением, и однажды, побывав здесь, вам обязательно захочется вернуться снова.